Шансы стать политзаключенным в Беларуси примерно равны 1 к 8 тысячам. И они продолжают расти. Ведь белорусская рулетка беззакония не сбавляет, а лишь набирает обороты с каждым днем. На сегодняшний день количество официально признанных политзаключенных в нашей стране достигло четырехзначной величины. 1000 на 8 миллионов граждан Беларуси, которым может быть применена административная или уголовная ответственность. Административная и уголовная ответственность в Беларуси может применяться по ряду статей с 14 лет. И среди политических заключенных на сегодняшний день 10 несовершеннолетних. Белорусская рулетка беззакония не щадит ни взрослых, ни пожилых, ни детей. Самому старшему из 1000 белорусских политзаключенных Владимиру Непомнящих 69 лет. Самому младшему Дмитрию Стрижаку исполнилось 15, когда он услышал свой приговор. Я повторю еще раз, а вы просто вдумайтесь: на каждые 8 тысяч белорусов, которым может применяться административная или уголовная ответственность, один уже является политзаключенным. Если представить, что вы живете в одном из городов Беларуси, в квартале из нескольких многоподъездных 9-этажных домов, то как минимум один из ваших соседей политзаключенный. За что сидят эти люди? Только лишь за то, что в какой-то момент они сделали ставку на верховенство закона, на нормы морали, на свободу совести, свои убеждения или желание перемен. И эта ставка не сыграла. Просто потому, что белорусская рулетка беззакония – это даже не игра без правил. Это ужасная реальность режима Лукашенко, в которой нет места справедливости, правосудию и свободе слова, выбора, мысли, творчества, информации, совести. И сегодня в этой реальности живут миллионы белорусов, судьбами которых играет безумный диктатор и его карательная, репрессивная машина. Многих из них пытают, доводят до попыток суицида, как Степана Латыпова, и до суицида, как Дмитрия Дудойте. И убивают, как Витольда Ашурка. Иммунитета от попадания в застенки здесь нет ни у кого. Наоборот, ставки и риски в белорусской рулетке беззакония постоянно растут. Ведь за 1000 официально признанных политзаключенных есть еще 1000 людей в застенках, обвиняемых или осужденных по политически мотивированным делам. А фактически все белорусы сегодня находятся в заключении у режима Лукашенко. Возможно ли выйти из этой кошмарной игры режима? Возможно ли как-то остановить эту безумную рулетку? Да, это возможно. Более того, это жизненно необходимо, как тем, кто уже стал ее жертвами, так и тем, до кого пока еще не дошла очередь. И в первую очередь я обращаюсь к белорусам. Мы не можем больше ждать и надеяться, что завтра одним из 8 тысяч не окажется кто-то из нас или наших близких. Мы обязаны взять свою судьбу в свои руки и не испытывать ее. Прямо сейчас режим Лукашенко затеял очередную игру, так называемый референдум. Это игра без выбора. Игра, в которой нет выигрышной комбинации, если мы будем играть по правилам диктатора и не установим свои. Но это наш шанс. Первый за долгое время снова собраться вместе и действовать. И мы должны им воспользоваться, чтобы перечеркнуть беззаконие, чтобы вернуть инициативу в свои руки. Эту возможность нельзя упустить, и мы вновь призываем вас поддержать единую стратегию демократических сил на референдуме. Также я обращаюсь к нашим международным партнерам, ко всему цивилизованному демократическому миру. Вы можете помочь нам, белорусам, европейскому народу, остановить рулетку беззакония и репрессий и выйти из этой игры победителями. Необходимо полностью прекратить отношения с этим диктаторским казино, прекратить помогать его содержать, торгуя с ним, прекратить признавать его владельца Лукашенко и его пособников кем-то, кроме уголовных преступников и террористов. И, наконец, никогда больше не играть с ними в игры. Потому что ставки в них слишком высоки. Это судьбы и жизни тысячи белорусов. И ежедневные риски для миллионов. Диктаторскую рулетку беззакония необходимо остановить.
раз и навсегда.